Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня поговорим еще об одном способе определения взаимных имущественных прав и обязанностей супругов, который называется брачный договор. В последнее время к составлению брачного договора наряду с другими все чаще прибегают граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, которые несут ответственность по своим обязательствам, в том числе и имеющимся у них имуществом. При наличии же брачного договора взыскание не может быть обращено на имущество, находящееся в личной собственности второго супруга. Итак, брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, уже находящихся в браке, определяющие имущественные права и обязанности супругов в период брака, а также либо в случае расторжения брака. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака будущими супругами, так и в любое время в период брака. В первом случае брачный договор вступает в силу только со дня государственной регистрации заключения брака. Брачный договор может быть заключен только в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Что можно предусмотреть в брачном договоре? Первое. Изменить установленный законом режим совместной собственности, то есть отойти от принципа равенства долей супругов в праве на совместно нажитое имущество и по взаимному согласию изменить их соотношение. Второе. Установить режим совместной, то есть без выдела долей, долевой или раздельной, когда каждому из супругов определяется то или иное имущество собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. То есть брачный договор дает практически полную свободу для распределения имущественных прав и обязанностей супругов. Далее. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Это значит, что при заключении брачного договора супруги могут указать, кто из них и в какой части получит право на имущество, которое они еще только планируют приобрести. Или можно просто указать, например, что любое приобретаемое в браке имущество, титульным собственником которого будет указан один из супругов, будет являться его личной собственностью и останется в его собственности при расторжении брака, либо какие-нибудь другие варианты. Но следует также знать, что условия брачного договора распространяются только на имущество, о котором в нем сказано. То есть имущество, не упомянутое в брачном договоре, по-прежнему будет являться либо общей собственностью супругов, если приобретено в браке, либо личной собственностью каждого, если приобретено до заключения брака, либо по основаниям, не порождающим возникновение общей собственности супругов, допустим, получено одним из супругов в подарок. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию. Способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут, первое, ограничиваться определенными сроками, либо, второе, ставиться в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий. Эти условия могут быть самыми различными, но следует подчеркнуть, что в данном случае условия должны быть связаны с какими-либо материальными изменениями в семье, допустим, с приобретением или утратой какого-либо имущества или имущественных прав, и не могут быть связаны с неимущественными отношениями супругов. Так, пунктом 3 статьи 42 Семейного кодекса Российской Федерации установлены определенные принципы соблюдения элементарных гражданских прав супругов, которые не должны нарушаться брачным договором. А именно,
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов. Их право на обращение в суд за защитой своих прав не может регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей, не может предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Брачный договор не может содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. Когда прекращается действие брачного договора? Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязанностей, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. В соответствии со статьей 16 Семейного кодекса Российской Федерации брак прекращается вследствие смерти или объявления судом одного из супругов умершим. Согласно статье 25 Семейного кодекса Российской Федерации, брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде со дня вступления решения суда в законную силу. Если в брачном договоре были предусмотрены обязательства, которые возникают у супругов после расторжения брака, например, обязательства по содержанию супруга, о переходе права собственности на определенное имущество к тому или другому супругу и тому подобное, то в этой части брачный договор имеет свою силу и после расторжения брака. Эти обязательства должны исполняться. Могут ли супруги изменить или расторгнуть заключенный брачный договор? Да, брачный договор во внесудебном порядке может быть изменен или расторгнут в любое время, но обязательно по согласию обоих супругов. В одностороннем порядке брачный договор не может быть ни изменен, ни расторгнут. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. Брачный договор может быть признан недействительным полностью или частично, изменен или расторгнут решением суда по требованию одного из супругов. Основанием для принятия судом таких решений может являться следующее. Первое. Один из супругов существенно нарушил условия договора. Существенным признается нарушение брачного договора одним из супругов, которое влечет для другого супруга такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении брачного договора. Например, не предоставление одним из супругов другому возможности пользоваться жилым помещением, не предоставление денежного содержания, которое было предусмотрено брачным договором и тому подобное. Второе основание. В связи с существенными изменениями обстоятельств. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, брачный договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В данном случае такими обстоятельствами могут быть признаны ухудшение материального состояния супругов, не позволяющие выполнять условия брачного договора, потеря трудоспособности, банкротство и тому подобное. Третье основание – это если условия брачного договора содержат явно незаконные условия, допустим, о передаче всего имущества одному из супругов при расторжении брака. Четвертое. Если брачный договор содержит положения, нарушающие требования о недопустимости включения в него условий, ограничивающих гарантированные законом неимущественные права супругов. Например, Верховный суд Российской Федерации по конкретному делу признал недействительным брачный договор, в котором содержалось условие о лишении права на имущество супруга, увлеченного в супружеской неверности. Судебный порядок расторжения либо изменения брачного договора не всегда бывает простым.
Поэтому очень важно не допустить нарушения ваших прав при составлении брачного договора. Порой, читая уже заключенные брачные договоры, приходится удивляться необдуманности условий и последствий, которые супруги включают в этот очень важный документ. Не исключено, что в этих случаях брачный договор составлялся юристом, который старался в пользу одного из супругов и так ловко завуалировал содержание договора, что второй супруг даже не заметил нарушения своих прав. Так, например, в одном брачном договоре содержалось условие, что супруга, являясь собственником приобретенной в браке ипотечной квартиры, из лично заработанных денег была обязана вносить ипотечные платежи как в период брака, так и в случае его расторжения. Однако после полного погашения ипотеки она была обязана отдать 1/2 долю в праве собственности супругу. При этом никакой компенсации супруги за счет другого имущества не предусматривалось. Брак был уже расторгнут, а обязательства по ипотеке жена продолжала исполнять также самостоятельно, а затем еще и должна была отдать половину квартиры не участвовавшему в расходах бывшему мужу. В данном случае правильным было бы обратиться в суд и признать брачный договор недействительным, так как его условия ставили женщину в явно невыгодное материальное положение. Однако она поступила по-другому. Супруга после расторжения брака до полного погашения ипотеки продала спорную квартиру. Документально она являлась полноправной собственницей, и согласие на продажу от бывшего супруга не требовалось. Действия по продаже ипотечной квартиры бывшим супругам в суд не обжаловались, хотя он был вправе это сделать. Соответственно, бывший муж так и не получил ни 1/2 в праве на квартиру, ни половины от средств, вырученных от продажи квартиры. Дорогие друзья, чтобы не попасть в подобную ситуацию, перед обращением к нотариусу для удостоверения брачного договора настоятельно рекомендую сначала самим внимательно продумать все условия этого очень важного документа, а затем дополнительно предоставить его для юридического анализа юристу, которому доверяют оба супруга. Если возникают сомнения в объективности юриста, выбранного одним из супругов, то в данном случае также не исключается возможность проверки брачного договора 2 юристами, которые будут представлять интересы каждого из супругов. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Напишите, какие темы из области права вас интересуют, я с удовольствием отвечу на все вопросы, дам конкретные рекомендации в своих новых видео. Также я доступен для очных консультаций, о которых можно договориться по телефону, либо через мессенджеры. Желаю вам всегда принимать правильные решения. Успехов во всем. До свидания.